Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Мы живем в эпоху, когда вопрос о наличии жизни за пределами Земли стал не только научным, но и философским. Что такое жизнь? Где ее границы? Эти вопросы волнуют наш разум на протяжении веков. Сегодня, благодаря достижениям науки, мы начинаем загораживаться от старых мифов и стереотипов о космосе, как пустом пространстве. В Вестнике «Астробиология» были опубликованы статьи, обсуждающие, насколько возможна жизнь в открытом космосе и что мы можем ожидать от этой загадочной области. Мы все стремимся к пониманию своего места во Вселенной, и это стремление движет человечество к новым открытиям. Каждый запуск ракеты, каждая миссия на другие планеты – это шаг в неизвестное. Именно это сочетание стремления к знаниям и желания разгадать космические тайны приводит к порождению новых идей и теорий, которые открывают перед человечеством бескрайние горизонты. Земля – это единственное место, с которым мы уверенно связали жизнь. В этом контексте возникает логичный вопрос: что, если мы находимся в глухом углу? Наши усилия по поиску двойников Земли строятся на условиях, которые мы знаем. Но что, если жизнь может существовать в условиях, о которых мы даже не подозреваем? Недостаток информации о некоторых экзопланетах ставит нас в ловушку. Мы пытаемся найти облик жизни, основываясь на нашем опыте. Но возможно, что существуют миры, в которых жизнь приобретает совершенно невообразимые формы. Человечество направляет свои взгляды к звездам, исследуя не только близлежащие планеты, но и экзопланеты, находящиеся в обитаемых зонах других звезд. С каждым открытым миром растут надежды на то, что мы не одиноки во Вселенной. Однако, несмотря на успехи, мы все равно сталкиваемся с крайне высокими уровнями неопределенности, что ставит под сомнение наше представление о том, что такое жизнь и где она может развиваться. На нашей планете обнаружены организмы, называемые экстремофилами, которые могут выживать в экстремальных условиях, от глубоководных гидротермальных источников до засушливых пустынь. Эти примеры дают основания полагать, что жизнь может существовать и в таких условиях, которые нам кажутся совершенно непригодными. Выходя за пределы знакомого, ученые размышляют о том, что могла бы представлять собой жизнь на спутниках планет, таких как Европа или Энцелад. Эти загадочные миры скрывают под своим ледяным щитом океаны, потенциально полные жизни. Существование экстремофилов поднимает важный вопрос: способны ли такие формы жизни существовать вне привычной биологической среды? Например, мы знаем о микроорганизмах, способных выживать в кислых или щелочных условиях, а также противостоять радиации и высокому давлению. Ученые стали все чаще говорить о том, что эти уникальные формы жизни могут дать ключ к поиску инопланетных существ, которые могут обитать на планетах с совершенно иными условиями. На Международной космической станции МКС ученые исследуют, как организмы могут адаптироваться и выживать в условиях открытого космоса. Возможно, жизнь не требует планеты, чтобы существовать. Простота и адаптивность становятся ключевыми свойствами, которые позволяют организмам иметь возможность пережить самые суровые условия. Например, фотосинтезирующие организмы могут использовать свет звезд как источник энергии, что открывает перспективы для поиска жизни в местах, где не хватает условных ресурсов. Это также приводит к интересным теоретическим предположениям о том, как могли бы выглядеть потенциальные внеземные организмы. Если жизнь может быть основана на совершенно ином химическом уровне, возможно, мы сможем обнаружить организмы, использующие другие элементы в своей биохимии. Например, кремний вместо углерода. Это расширяет не только границы понятия о жизни, но и формирует новые парадигмы в астробиологии. Космос оказывается довольно суровой средой для жизни, что поднимает вопрос о возможности ее существования без необходимых условий – давления, температуры и ресурсов. В некоторых случаях, например, при помощи парникового эффекта становится возможным поддерживать необходимые параметры, чтобы создать подходящую среду. На примере сахарских муравьев, демонстрирующих умение отражать тепловое излучение, можно увидеть, как жизнь может адаптироваться и сопротивляться экстремальным условиям. Некоторые ученые начали исследовать возможность создания искусственных экосистем для исследований. Такие экосистемы могли бы имитировать условия других планет и помочь понять, как организмы выживают в самых необычных условиях. Например,
Это может быть полезно для изучения жизни в будущих колониях на Марсе или других планетах. Что, если жизнь развивается на планете с пониженными показателями атмосферного давления? Еще более интригующим становится вопрос о том, используют ли такие организмы аммиак вместо воды в качестве растворителя. Предстоящие изменения в наших взглядах на поиск внеземной жизни требуют переосмысления прежних подходов и концепций. Сравнение с эволюцией на Земле может открыть новые горизонты для понимания. Эволюция в космических условиях может создать новые экологические ниши, которые раньше были недоступны для жизни. Например, жизнь, приспособленная к отсутствию гравитации или к сильным радиационным условиям, может принимать формы, о которых мы только мечтаем. Это открывает огромные перспективы для астрофизиков и биологов, исследующих взаимосвязь между окружающей средой и биологическим разнообразием. Соня солнечного затмения – это не только потрясающее астрономическое зрелище, это уникальная возможность взглянуть на наше место во Вселенной. Однако, несмотря на редкость таких событий, возможности наблюдения их ограничены. Каждое затмение дает шанс заглянуть в глубины космоса, но и привносит в нас вопрос о том, что еще скрыто в черноте Вселенной. Важность солнечных затмений также заключается в том, что они предоставляют уникальные возможности для научных исследований. Исследование атмосферы Солнца и ее взаимодействия с планетами в моменты затмения может раскрыть множество загадок, связанных как с солнечной активностью, так и с ее воздействием на жизнь на Земле. Тем временем ученые работают над изображением черных дыр с помощью коллаборации телескопа «Горизонт событий». Несмотря на успехи в мире науки, нет недостатков в спорах и критике. Японские исследователи высказывают сомнения в достоверности полученных изображений, что порождает множество вопросов о точности научных данных, а также о выводах, основанных на них. Ошибки в анализе данных показывают, что наука – это тоже путь, полный вопросов и неопределенности. Изучение черных дыр открыло новые горизонты в понимании гравитации и общих законов физики. Однако загадка черных дыр не ограничивается только их физическими свойствами. Они также служат окном в мир космической эволюции и формирования галактик. Интригующие находки, которые делают ученые из Гарварда, касаются некоего объекта, который мог бы быть межзвездным. Однако новое исследование вскрывает погрешности в данных о его скорости, что ставит под сомнение его статус. Возможно, этот объект всего лишь мимоходящий кометный житель нашего Солнечной системы, и вместо путешествия в другие звезды он рассказывает свою историю здесь. Эти события показывают, как важна точность данных в астрономии. Поскольку космос становится все более исследуемым, научные сообщества сталкиваются с необходимостью пересматривать старые данные и концепции. Отказ от догм в пользу открытого ума становится необходимостью для продвижения вперед. Темная энергия, остающаяся одной из самых таинственных составляющих нашей Вселенной, вызывает бурные обсуждения среди ученых. Связь между темной энергией и черными дырами порождает теории о трансформации материи в энергию. Новые исследования показывают корреляцию между темпом расширения Вселенной и количеством черных дыр. Ответ на вопрос, что происходит внутри черной дыры, может стать ключом к разгадке природы темной энергии. Изучение этих двух концепций позволяет ученым выйти на новый уровень понимания как физики, так и астрономии. Это открывает двери к новым гипотезам и исследованиям, которые могут изменить наше представление о структуре Вселенной. История Тунгусского феномена, который произошел 30 июня 1908 года, продолжает удивлять. Воздушный взрыв, произошедший на высоте от 5 до 10 километров, до сих пор вызывает споры среди ученых. Многие исследователи полагают, что это было произведение метеорита. Но рост уверенности в том, что он был вызван воздушным взрывом, меняет наше понимание таких событий. Тунгусский феномен стал основой для многих гипотез и теорий о космической энергии и ее влиянии на Землю. Он показал, насколько незнакомыми могут быть последствия даже минимального взаимодействия между космическим объектом и нашей атмосферой. Многие крупные тела в атмосфере Земли взрываются, не достигая поверхности, оставляя без ответов множество вопросов. Как исследовать такие события, если они не оставляют за собой кратеров? Отсутствие обширных геологических данных делает анализ таких катастроф более сложным, чем его описывают научные книги.
Исследования метеоритов помогают ученым лучше понять процессы, происходящие в атмосфере, и потенциальные угрозы с космического пространства. Разработка методов их изучения и анализа может предоставить новые данные о влиянии метеоритов на климат и экосистемы Земли. Моделируя взрывы астероидов и комет, ученые изучают поведение небесных тел на высотах до 1 километра. Исследования показывают, что даже небольшие взрывы местного значения могут нанести серьезный урон, создавая мощные ударные волны и высокие температуры. Результаты показывают, что угрозы от таких событий могут быть эквивалентны падению на поверхность Земли, что меняет всю парадигму. Таким образом, исследования воздушных взрывов открывают новые перспективы для изучения реакции атмосферы и ее воздействия на разные объекты и экосистемы. Понимание этих процессов может помочь предсказать возможные катастрофы и найти способы минимизации разрушительных последствий. Низкие взрывы метеоритов или комет могут иметь последствия, сопоставимые с прямым падением на поверхность. Эти события производят уникальные эффекты, такие как плавление пород, а оставшиеся следы могут облегчить студентам выявление важных данных о прошлых событиях, даже в отсутствие классических кратеров. Геологические исследования таких следов могут углубить наше понимание истории Земли и ее развития. Каждая новооткрытая информация о космических катастрофах не только обогащает научное содержание, но и помогает осознать масштаб и возможности нашей планеты в ее взаимодействии с космосом.